Дорогие, приветствую всех. С вами вновь. Я продолжу вчерашнюю, ну, скажем так, неофициальную первую часть. Я их не буду не буду их обозначать как первая, вторая часть. Обозначать так не буду. Просто люди догадаются. Значит, сегодня киевский блогер-инвалид Виктор Анатольевич, то есть я, собственной персоной, я сегодня, ну, скажем, расскажу, все-таки я решил рассказать несколько моментов из своей жизни. Вчера я рассказал, прошелся школьный период, какой он был тяжелый. Не буду повторяться, тяжело было очень. Хотя, с другой стороны, меня всем обеспечила спецшкола-интернат, пока я там учился, скажем так, и ночевал, жил. Ну, вы поняли. В, так сказать, рабочие дни с понедельника по пятницу. Ну, как-то, знаете, с одной стороны, отдыхал я в детстве, когда там был в школьные свои года. Я все-таки те рабочие дни, пока был в школе интернат, я отдыхал. Знаете, отдыхал от домашнего этого маминого пьянства, от ее ухажеров, от этого всего сборища, этих пьяных компаний шумных и вот этого всего, что там творилось дома. Бабушка моя бедная столько выстрадала, столько настрадалась от моей матери, что просто кошмар просто. И что интересно, мать моя, покойная ныне, мать моя ни в какую не хотела, скажем так, пройти реабилитацию, там, ну, типа вот освободиться от этой гадости, от этой зеленого змея под названием алкоголь. Она никак не хотела бросить эту гадость. Вот не хотела ни в какую. Когда я родился, вот такой весь больной, вот инвалид весь родился, вот с такими проблемами по здоровью. В общем, ну, у меня еще не было сильно заметно, но уже было понятно по моему здоровью, что у меня проблемы есть. Там врачи диагностировали у меня несколько нехороших симптомов, скажем так, в том числе с психикой уже были проблемы, но они были еще не сильно, как это было уже, скажем так, в юные годы, уже постарше, когда я стал. И чем я старше становился, тем у меня больше проблем с психикой было. То есть, понимаете, да, тем больше у меня состояние мое психическое, оно, как бы это сказать, ухудшалось, понимаете, да. А после определенного события, забегая наперед, у меня психика совсем стала еще в разы хуже. Ну, в общем, как-то так вот. Итак, давайте все расскажу дальше. Значит, школьные года у меня прошли, так я описал. И что интересно, помимо того, что таких, как я, нас в этом интернате обижали старшеклассники, причем часто это было, и били, и унижали, оскорбляли, но на унижение, оскорбления мне как-то было все равно, я на них особо не реагировал, когда меня там обзывали по-всякому. Ну, в общем, вы поняли. А вот когда на меня поднимали руки, вот это мне уже было неприятно. Но сдачи я дать не мог, к сожалению. Хотя пытался пару раз. Но в итоге мне прилетало очень-очень, ну, так, конкретно, знаете. Что я потом долго в себя приходил. Ходил весь в синяках, короче. Да, вот такая вот. Так вот, такая у меня жизнь в интернате. Получается, что у меня, если так разобраться, я в интернате в спецшколе для слепых, я вроде как бы отдыхал от домашнего ужаса, от того маминого пьянства. Ну, в общем, вы поняли, вот этого всего ужаса, что там дома творилось. Думаю, все понимают, что там могло твориться. Сборища эти, пьяниц всяких. В общем, непутевых людей, так мягко скажу. И, в общем, с одной стороны, я отдыхал как бы в этом интернате, ну, от этого всего ужаса до домашнего. А с другой стороны, покоя мне не было от старшеклассников некоторых, которые в школе считались самые козырные, самые крутые такие парни, понимаете, да? Да и там и девушки были крутые, которые в авторитете в интернате были. И сказать кому-либо из них нет, ну, типа возразить в чем-то или как-то, обозначало обречь себя на такие страдания, на такие побои, что мама не горюй. Да, вот так вот и жили. Я уже молчу про воспитателей и учителей, какие у нас были. Ой, это просто, это лютый трэш вообще.
Дело в том, что у нас в интернате были такие порядки, ну, в общем, в нашей спецшколе-интернат были жесткие довольно в некоторых моментах, в некоторых случаях порядки. И я некоторые из этих уроков на всю жизнь освоил. Например, я освоил правило: не говори лишнего, научись держать язык за зубами, промолчи, даже когда тебе хочется что-то сказать. 18 часов. Лучше промолчи. То есть не болтай языком. Ну, в общем, вы поняли. Я освоил такие правила на всю жизнь. Из интерната я вынес вот такое одно из правил. Также умей отвечать за свои слова и действия. Вот такое правило я освоил, выйдя из спецшколы-интернат, закончив ее, скажем так. Я освоил также: постель всегда должна быть заправлена. То есть она должна быть в идеале в порядке всегда. И я это правило до сих пор освоил, у меня оно на автоматизме. Постель у меня всегда заправлена, всегда четко. В общем, поняли. Приятный вид, короче. Дальше. Посуда металлическая. И только металлическая. У меня вся посуда до сих пор металлическая. Хотя я уже много лет прошло, уже очень много. Интернат уже давно закончил, а у меня выработались вот эти вот привычки интернатские, как бы это сказать, из спецшколы этой. Посуда металлическая, постель всегда заправленная. Вот это вы себе не представляете, это вырабатывается уже на подкорке, на подсознании уже, на подсознательном уровне вырабатываются вот эти некоторые порядки. Жизнь от звонка до звонка. Мы жили там, в этом интернате, ну, кто находился, кто учился там. Так что вы понимали, мы вставали по звонку. Большой был в школе звонок. И вот звонок зазвенел, ты должен был просыпаться. А подъем был, ну, например, в 7:30. Да, в 7:30 был подъем. Когда я еще был в начальных классах, то подъем был в 6:30. А уже когда чуть постарше, то уже можно было и поспать дальше. Часик у нас был в запасе. В 7:30 подъем. Но ты должен был за это время до завтрака общего, ну, для построения на завтрак, ты должен успеть свои все дела сделать. Ну, вы поняли, там, проснуться, умыться, заправить постель, то есть вот это одеться. В общем, ты должен все это успеть. А чтобы вы понимали, завтрак у нас начинался, насколько я помню, в 8 утра. 8, ну где-то в 8, не помню сейчас точно, либо в 8:30. Где-то так у нас начинался завтрак в школе был. Это чтобы вы просто понимали. И ты должен был все успеть за короткое время и явиться на завтрак вместе с группой. По звонку звонок был на все. На подъем звонок был, на завтрак, на обед, на ужин, на все был всегда звонок. На уроки, между уроками, на перемену, на все был всегда звонок в школе. И этот звонок большой, огромный, я до сих пор его помню, этот звонок в ушах до сих пор звенит, когда я вспоминаю. И ты четко должен все делать по звонку. И жить от звонка до звонка. Ну, потом уроки. В 9:15 начинались уроки. И с 9:15 там были между уроками. Уроки длились где-то 40-45 минут, один урок. В общем, чтобы вы понимали. И между ними был перерыв где-то, ну, на 10 минут приблизительно. Переменка была 10 минут, ну, приблизительно где-то так. Ну, вот и все. А потом снова уроки, и где-то сейчас скажу, до 13 часов дня длились уроки. А дальше в 13:30 был звонок, не просто на окончание уроков, но это уже был, как бы, приближалось все, 13:30, 14 где-то часов дня у нас был обеды. Ну, потом уже после 15 было свободное так называемое время. То есть можно было на улице погулять, там был огромный двор нашей школы, и можно было погулять, ты имел право, но под присмотром воспитателей, конечно же. Ты имел право выйти на улицу в это время. Свободное время было где-то до 18 вечера.
нет, да, сейчас скажу, да, где-то до 18 часов вечера ты мог спокойно погулять, в общем, провести время мог. Вот такой был распорядок в школе, в интернате. До звонка очередного ты мог погулять. Дальше в 18 гремел звонок. Воспитатели всех, кто был на улице, загоняли по классам, в школу, то есть. И дальше домашнее задание. До 20 часов, где-то до 20, сейчас скажу, до 20:30 у нас были домашние задания, длились. А 20:30 уже все заканчивалось, как бы был звонок. И уже где-то ближе, ну где-то вот так, сейчас до 9 вечера где-то приблизительно, был уже ужин. Был ужин. Все, 9 вечера ужин. А там уже где-то значит, у старшеклассников до 11 было время, ты мог, так сказать, провести свободное время после ужина. А у младших классов, скажем так, в 10:00 сон. Все. У всех отбой был. У младших классов. А старшеклассники, ну старшие, когда я уже перешел в группу, в категорию старших классов, у меня был шанс уже погулять, но провести свободное время до 11, до 23, короче, часов вечера. 23 все, звонок. И уже в 23 по всей школе должна быть наступить тишина. Это отбой. Все. Дети должны спать, школьники все, в интернате этом. Воспитатели жестко контролировали, чтобы в это время, в 23:00, никаких больше движений по школе не было, нигде, ни в каких классах, нигде, ни в каком комнате, нигде никаких не должно было активности. Все, это время покоя, сон, все, отдых. До утра. А как нас кормили, ну я уже рассказывал как-то. Кормили хорошо, я не жалуюсь, до сих пор помню те вкусные там, что нам давали. Иногда нам давали очень такие вкусные, сладкие, всякие вкусняшки бывало давали. И вообще еда была иногда, знаете, такая приятная. 3 раза в день все-таки питание было, я вспомню. В общем, ну, я не жалуюсь. Как нас кормили в спецшколе-интернат. Ой, если бы меня так кормили сейчас, социальная служба кормила, так, как кормили меня в интернате для слепых детей в спецшколе, я бы был счастлив неимоверно. Но, к сожалению, здесь все скудное, все мизерное на сегодня питание, просто ужас. Очень маленькое, недостаточно. А вот вы в спецшколе-интернат кормили действительно тогда хорошо. Это 90-е годы, я подчеркиваю, были. Да-да. Кормили на отлично, не жалуюсь. Ну и гуманитарка тоже была, я не жалуюсь, хорошая. Время от времени иностранцы лично привозили в нашу спецшколу гуманитарную помощь. Я это помню. А одна там американка ко мне прониклась, именно ко мне, как таким, знаете, как бы чувствами уважения, почтения, сочувствия. В ней там все вместе это перемешалось. Что она через переводчицу, она русский не владела, ни русским, ни украинским, она не знала наши языки, но использовала переводчицу, через переводчицу со мной общалась. В общем, я так рассказывал ей, так вкратце о себе, в общем. И она так прониклась моей всей жизнью, видать, узнала либо через других там воспитателей, либо через учителей, не знаю. Узнала, что у меня такая печальная жизнь сложилась, что я вот такой вот страдалец весь по жизни, как говорят. Что у меня, ну, все вот так не задалась жизнь, ну, вы поняли, в семье, так сказать. Она так прониклась, так вообще, я как вспомню эту американку, эту женщину эту. Ну, она, конечно же, старше меня в разы была, сами понимаете. Она мне в матери годилась. Если бы у меня была такая мать, я был бы счастлив. Женщина верующая была. Она, в общем, ну, путевая была, скажем. Трудолюбивая такая. У нее там своя компания крупная в Америке. Ну, где она жила и родилась, и жила. И не знаю сейчас, как она жива сейчас или нет, эта женщина. Я не знаю. Я с ней контакты не поддерживаю уже много лет. Но просто очень интересно было очень.
Она всегда, когда приезжала, бежала всегда, находила меня, звала, то есть и приходила и ко мне и общалась со мной через переводчицу. Я как вспомню. Она бывало мне дарила подарки, хорошие вещи. А был один раз, я ей рассказал, что у меня старшеклассник один забрал, отнял то, что она мне подарила. В общем, не знаю, она куда-то отошла, с кем-то поговорила, мне принесли обратно эту вещь, которую она мне, тогда подарила, скажем так, отдала. Решила вопрос, скажем так. Ну, в общем, вы поняли. Вот такая вот ситуация. И больше мне никто ничего, то, что она дарила, никто у меня не смел из старшеклассников ничего забирать. Да. Вот так вот. Ну, вот у меня такая была вот в интернате жизнь. Вот у меня хоть нашелся жизнь такая была, что человек нашелся, вот гражданка Америки, вот она привозила гуманитарную помощь в наш интернат. Ну, у нее целая группа благотворительного фонда, такой огромный, там крупный у нее был благотворительный фонд в этой американке. И она привозила, нам помогала, таким как я, вот инвалидам, слепым детям, нам помогала, привозила, дай бог ей память. Я до сих пор ее вспоминаю добро. И ко мне она вот почему-то вот прониклась, знаете, вот в моей жизненной тяжелой ситуации, что у меня сложилось. И она вот пыталась мне как-то вот, что ли, меня порадовать чем-то, что-то, когда приезжала со своей командой к нам в Украину, в Киев, в интернат наш, помогать нам, помощь оказывать. И материальную, то есть она оказывала финансовую помощь, гуманитарную, то есть она по-разному помогала нашему интернату, можете себе представить. Но был случай, когда мы вот такие вот заметили, что наше руководство, начальство школы, и я был среди тех зачинщиков, скажем так, мятежа, мне не понравилось, и не только мне, и другим одноклассникам. И здесь мы даже со старшеклассниками сошлись в этом плане, в этой позиции мы сошлись вместе. Нам не понравилось, что наши воспитатели, учителя и руководство смело присваивать себе гуманитарную помощь, некоторые вещи, которые предназначались нам лично, инвалидам. Нам, а не им. И нам это не понравилось. И когда вот эта американка со своей командой, фондом своим приехали нам вновь помогать, мы сказали, а вы знаете, что то, что вы помогаете, вы направляете, наше руководство, наши воспитатели, учителя забирают себе, присваивают. Когда мы это сказали, и она подняла шум, не знаю, при нас не было разборок, она пошла в кабинет директора. В общем, директор быстро потом, очень молниеносно вызвала всех, кто к этому был хоть как-то причастен. И я не знаю, там о чем был разговор, но в итоге больше они так не делали. Это чтобы вы понимали. Да? Вот такая вот ситуация. Она им дала там, похоже, по шапкам, образно выражаясь, хорошо так. Ну, в общем, больше такого не было, и все. В итоге мы, ученики этого интерната, учащиеся этого спецшколы, мы контролировали весь процесс, и если что, докладывали нашим благодетелям, кто привозил нам помощь, особенно этой американке. Ну, в общем, вы поняли. Как-то так вам, для понимания. Вот так вот было, вот такой я борец за справедливость. Даже тогда я воспитан так был бабушкой. Бороться за правду и справедливость, и законность. Ну вот такой я человек, у меня бабушка сформировала. И я не молчал. Если я что-то замечал не то, я подымал скандал, я шумел и разоблачал. Вот так я всегда, вот так я до сих пор. У меня это, вот эта борьба за правду и справедливость, у меня вот это внутри, она на подкорке мне уже укоренена. Со времен интерната, спецшколы. Как-то так вот. И я как-то, знаете, когда мне кто-то что-то угрожал, я ничего никого не боялся. Я всегда рвал правду матку, как говорится, резал. То есть я не, как бы это сказать. В общем, вы поняли, меня нельзя было сломить. Понимаете, нельзя было меня заставить замолчать. Если мне что-то не нравилось, я говорил открыто, публично. И возмущался. И других подымал против несправедливости. Вот такой я человек, понимаете. Вот такая у меня натура, как говорят еще. Я не терплю ни правду, ни справедливость, ложь, вот это вот лицемерие. Мне это раздражает, мне это вызывает возмущение. Мне внутри все кипит от такого вот, если я такое наблюдаю. Мне хочется разоблачить, хочется бороться, сразу в борьбу вступать, как говорится, в бой с этим всем. С мерзостью всякой. Вот такой я человек, по жизни я такой. У меня так сформировался вот тип характера такой, сформировался со школы-интернат. Потому что в интернате
Ну, там порядки где-то вот как камеры, как в тюрьме, тюремные где-то армейские, где-то тюремные порядки. И если ты за себя не сможешь постоять, понимаете, то тебя, мягко говоря, растопчат. Тебя унизят, растопчат. В общем, вы поняли. От тебя ничего не останется, если ты за себя не постоишь. И я освоил это правило, скажем, на всю жизнь. И теперь, если, не дай бог, какая-то нечисть ко мне лезет, что-то пытается там, либо на мои права посягнуть, либо что-то еще, я начинаю, как говорится, бороться за свои права. Я начинаю сразу, если меня задевает, я начинаю сразу в борьбу вступать. Ну, образно выражаясь, я используя правовую педаль, так называемую, нажимая на нее со всей силы. Понимаете, да? Ну, вот такой я человек. Вот так это у меня выработалось уже со спецшколы, интернат. Вот так у меня выработалось. Там такие правила были, да? Или ты, или тебя. Чтобы выжить, надо за себя постоять. Иначе все, иначе не будет тебя. Тебя просто, вот, как сказать, унизят и будут тобой помыкать, и, в общем, понимаете. В общем, вы поняли, что я хочу сказать. Вот такие были порядки в спецшколе-интернат. А за нарушение правил школы, за нарушение правил наказывали хорошо, так очень, я бы сказал, ну строго, прилично наказывали. Одним просто давали, брали кожаный ремень и били по заднему месту кожаным ремнем. Причем били так конкретно, несколько ударов было достаточно, чтобы тебе было очень плохо, скажем так. И ты потом долго в себя приходил. Попа вся была красная, даже и синяя. Могли просто мокрой тряпкой по лицу ударить. И знаете, и то, и все это очень было, неприятное наказание. Просто за малейшее нарушение правил, отклонение, тебя просто могли наказать. Воспитатели наказывали. Это уже не старшеклассники делали. Ну, бывало и с воспитателей через старшеклассников по-разному бывало. Но, как бы это сказать, но в основном наказывались воспитатели. Воспитатели у нас были еще те, я бы сказал, гестаповцы еще те были. Ну, можно так, мы их так называли между собой, гестаповки, мы их так называли. Понимаете, да? Я не знаю, по-английски как-то найдут люди, как перевести, разберутся. Думаю. В общем, вот такой у нас был порядок в спецшколе-интернат. Это чтобы вы просто понимали, вот такая у меня была жизнь. Вот мое детство, моя юность, вот до выпуска с этого спецшколы-интерната. Вот такой у меня была жизнь. Это вам так, на секундочку, дорогие мои. И я просто понимал и осознавал, и каждый из нас там в интернате учащийся, осознавал и понимал, что малейший проступок, малейшее отклонение от правил этого интерната влечет за собой плохие последствия негативные. То есть в виде наказания. Могли лишить даже ужина, могли лишить обеда, могли лишить завтрака. То есть по-разному могли наказать, чтобы вы понимали. Это просто, чтобы вы понимали. Разные методы у наших воспитателей. Были разные, и учителей даже, были разные методы наказания, скажем так. Это чтобы вы просто понимали, на секундочку, какие были жесткие порядки в этой спецшколе-интернат. Да, и вот я 8 лет там оттарабанил, как говорят. Отучился, так сказать, если это можно назвать. Хотя, вы же помните, я сказал, что у меня табель был с тройками. Я не смог нормально выучиться, нормально эти уроки многие освоить. И, в общем, вышел с тройками с этого интерната. Закончил его. По пятибалльной старой системе, напоминаю еще раз. Тройка это считалось, что ты не освоил материал. Урок. То есть ты не освоил. Знания у тебя нет особых. В общем, вы поняли. Как-то так вот. Вот такая вот печальная моя жизнь была. Это одна часть. Все, вот я вам просто описал, как у нас в спецшколе-интернат это все происходило было. Ой, я как вспомню некоторые моменты. У нас были инвалиды, среди детей были школьников, инвалидов были и с неблагополучных семей, как и я. Там были и дети бандитов, откровенно говоря, склонные к воровству, к обману, в общем, поняли, да, к лжи, там, провокациям. То есть у нас были такие, они часто оказывались, скажем так, и в комнате милиции тогдашней, так это называлось.
В общем, это они были частые, скажем, посетители этих мест. Некоторые выходили за пределы спецшколы и занимались нехорошими криминальными делами. И такое бывало, да. Но потом это все раскрывалось, выкрывалось и, скажем так, вызывали родителей, администрация школы, и там были разборки серьезные, там, я же доходила до милиции. Вот такая у нас контингент. Вот среди такого контингента я был. У меня был такой знакомый, друг у меня, если это можно назвать другом, знакомый был у меня такой, в моем классе для умственно отсталых. Воровать он умел, и воровал он справно. Любую вещь он мог утащить за пару секунд, и ты даже не оглянешься, говорится, не поймешь, что у тебя ее утащили. Это такой был талантище в воровском плане. Рос будущий бандит, вор. Ну вот так вот. Представляете? Я вспомню. Был у меня такой знакомый. Игорь его звали. Ой, был парень. Такой был паренек-затейник. Ой, он и машинки, если что, он любил машины, детали вытаскивать, разбирать машины. Несмотря на то, что у него плохое зрение, как и у меня. Но тем не менее, он за минуту он мог какую-то деталь с машины выкрутить. Причем без всяких инструментов. Представляете, какой талантище был. Какой был талант, если не представляете. Ой, вы поняли в каком смысле, в криминальном смысле. Это просто, я не знаю, что с ним произошло, как он сейчас, как он закончил либо свою жизнь. Либо он уже в тюрьме сидит, не знаю, или уже погиб, я не знаю. Где он сейчас, я не знаю. Прошло уже много лет, я с многими одноклассниками никаких отношений с тех пор, как я выпустился, мы все расстались, как говорится, по домам разъехались своим. Я с ними контактом ни с кем, ни с одним из своих одноклассников не поддерживаю. Я не знаю, что с ними, где они, как они. Никаких контактов, ничего нет с тех пор. Вот так вот. Я ничего не знаю, что с теми лицами, с которыми я в спецшколе интернат сталкивался, я не знаю, что с ними, как они сейчас. Ничего мне не известно о них. Вот так-то так. Я даже через соцсети в интернете искал моих одногруппников, скажем так, одноклассников по спецшколе интернат. Искал, нашел пару человек, но они не были в моей группе, они были в других классах. Нашел со спецшколы интернат, я нашел таких лиц знакомых, которые там учились, когда я учился в те годы. Но они с других классов, вы поняли. Они с других классов, но с этой же школы, которую я закончил. Но с ними я так, скажем, я их знаю, у меня их страницы есть, Facebook, допустим, некоторых. Я на них подписан там. Да, все, но мы особо не общаемся, понимаете, особо не пересекаемся никак. Просто, я есть, наблюдаю, они за мной наблюдают, жизнью за моей, я за их жизнью наблюдаю. В общем, как-то так, но ничего особо, никаких между нами переписок, там, общений нету, особо никакого общения нет. Вы поняли, прямого. В общем, вот такие вот дела. Вот как-то так, можете себе представить. Вот моя такая жизнь, школьные года мои такие. Так что у меня был шанс 100% тоже. Меня этот паренек с криминальными наклонностями пытался тоже вовлечь в это все. Но я уже тогда считал, что это нехорошо, воровать нехорошо. Меня бабушка так и воспитывала. И я ему всегда говорил, нехорошо воровать. Но он на это смеялся. В общем, называл меня дурачком, наивным. Представляете? В общем, как-то так. Мне это не нравилось. Его эти все склонности к криминальной жизни мне не нравились. И я ему всегда говорил, нет, я не хочу, я не буду этим заниматься. Он, в принципе, обижался на меня, но понимал, ценил. Нет, значит нет, все. В общем, как-то так вот. А было вообще такое, что он, я не знаю, каким образом, где, через кого, достал сигареты. Чтобы вы понимали, впервые в своей жизни, сколько мне там было лет, я уже не помню сейчас, 16 или 15 лет, я впервые, в общем, мне предложили сигареты покурить. Вы знаете, я один первый и последний раз я в своей жизни эту дрянь взял в руки, попробовал и выплюнул, сказал, чуть не задохнулся, думал, что мне капец будет. Я сказал, никогда эту дрянь в рот не возьму.
Попробовал первый и последний раз. Мне дали попробовать. Я не знаю, где он там со старшеклассниками общался, он с ними был на «ты», как говорится. Понимаете, да? И они как-то меня с ним пригласили в свою компанию. Это уже попозже, я был в старших классах уже, среди своей группы умственно отсталых. И старшеклассники нас пригласили. Ну и предложили задуть косячок. Я не знаю, как по-английски это перевести. Люди, думаю, разберутся, как это корректно более перевести, чтобы иностранцы поняли, какая вот это была жизнь такая. Ну, в общем, я попробовал эту дрянь, табак этот вонючий. Попробовал, фу, блин. И я говорю, что никакого эйфории, никакого кайфа я не испытал. Мне противно, мерзко так стало и во всех, и в физиологическом смысле, и во всех, и в моральном. Фу, мне было так мерзко эта гадость. Я ее выплюнул, выбросил, сказал, все, никогда больше в рот не возьму эту дрянь, эту табачный яд этот, эту соску ядовитую. И я как решил, и до сих пор я не курю. Все, никакого. Понимаете, да? Никак. Не потребляю эту дрянь. Ну, вот такая была жизнь в интернате. Вот представляете, кстати, какого контингента я в этом спецшколе-интернате я учился. Можете представить, находился я? Какой меня контингент окружал? Я не знаю, вряд ли с них что-то с многих что-то путевое выросло. Скорее всего, пошли на преступный путь. Может, кто-то погиб, может, кто-то в тюрьме сидел или сидит. Ну, скорее всего так, потому что с их криминальными наклонностями, я думаю, вряд ли они смогли стать нормальными путевыми людьми. Понимаете, да, о чем я говорю, честными гражданами страны? Вряд ли, сомневаюсь, если честно. Ну, в общем, как-то так вот. Но вот паренек, с которым я, вот мой одноклассник, так сказать, он хорошо знал уголовные понятия, хорошо был знаком с этим всем. У него был брат, его старший брат, тоже в интернате, они оба в интернате этом учились и жили, по сути. Потому что они с другого города были, Украины. Ну и в общем, как бы это сказать, и у его брата были, я знал, что у его брата старшего, то есть были татуировки на теле. Ну, в общем, можете себе представить эту картину. У этого еще малого не было. Но думаю, что он их и завел, когда со школы вышел. Думаю, скорее всего, он завел эти татуировки. В общем, как-то так. Он хорошо лазил по деревьям. Мог залезть даже на второй этаж, на третий. Он такой был профи в этом плане, такой ловкий, шустрый. Лазил поверх. Вы поняли. Типа как верхолазом был. Как в этом вопросе, ловкий такой был, шустрый. Без всяких страховок, чтобы вы понимали, лазил. Да, и удачно все. И слазил, и все безопасно, ничего. В общем, ни разу не было, чтобы он что-то там упал, повредил там ногу или что-то еще. Вообще, такой был шустрый паренек, вы себе не представляете. Сам по росту вот такой вот, коротышка, ну вы поняли, карлик. Рост у него был низкий. А такой был шустрый! Вы себе даже не представляете, мои дорогие подписчики и зрители. Он такой был паренек шустрый, вообще, ой. Ну, в общем, вы поняли. Ну, что еще могу сказать? Единственное, что меня напрягало в школе, это нарастающая русофобия. Вот это вот антирусское настроение такое, знаете, вот против русского языка. Там постоянно навязывался украинский. Везде, во всем, повсюду, на каждом углу. Нас заставляли, в буквальном смысле заставляли говорить только на украинском языке. Я их посылал лесом и говорил, я буду говорить на том языке, на ком мне удобно. Это мой родной русский язык. И пошли лесом. Ну, я их посылал всегда. Пошли вон. Никто мне навязывать ничего не будет. Я уже тогда проявлял свою стойкость, не гибкость, а свою стойкость характера показывал. Я им заявил, и учителям, и воспитателям, я сказал, я буду разговаривать на своем родном русском языке. Все. Для меня украинский не родной. Он для меня, чужой, для меня тяжелый этот язык. Хотя я живу в Украине, в Киеве. Но я его не смог освоить. Не смог. У меня по нему была тройка.
Вообще, чтобы вы понимали. В табеле у меня тройка. В выпускном табеле у меня по украинскому была тройка. Понимаете, да? Я не смог освоить этот язык. И все. Ну, в общем, не зашел он мне, короче. Не смог я. За другие языки вообще молчу. Вообще не смог. Абсолютно. До сих пор так и не смог выучить. Никакой язык. Я владею из всех языков только русский. Это мой родной язык и единственный, которым я хорошо владею. Все. Больше никакими я особо не владею языками. Понимаете, да? Ну, в общем, как-то так вот. Вот мне не нравилось, что были некоторые воспитатели и учителя с вот этим русофобским подходом. Уже тогда, это 90-е были, на секундочку, середины 90-х, середина. Они такие оголтелые были русофобки, что кошмар, просто ужас, я в шоке был. О, это просто был ужас и кошмар. Но я все равно боролся за свое право разговаривать на своем родном русском языке и владеть им. Я все-таки, бабушка потом им давала там тоже люлей хороших, скажем так. Вставляла им, скандал устраивала. Чтобы мои права на язык мой родной не угнетали, не нарушали мои права. В общем, они меня потом не трогали. Когда я уже попозже, в старших классах, они уже мне замечания особо не делали. Вообще перестали мне, так сказать, ломать на вопрос языка. И я разговаривал свободно, спокойно в спецшколе-интернат на своем родном русском языке. И никак иначе. Ну, в общем, вы поняли. Ну, вот такие вот дела, чтобы вы понимали. Ну, что еще? Вот все. Это одна часть моей жизни, моя детство и юность. А дома вообще, ну, когда домой меня, когда уже закончил я школу, эту спецшколу-интернат, ну, я уже начал испытывать ужасы домашнего, скажем так, окружения. Мамы пьяницы с ее компанией алкашей. И вот эти сборища вот эти были дома. И бабушка ничего не могла сделать. Вот так вот. Пыталась, заявление в милицию писала, участковый приходил не раз с мамой беседовать. А ничего не помогало. Ничего, чтобы вы просто понимали. И я вот среди вот этого всего ужаса, скажем так, вот, ну вы поняли, рос среди этого всего кошмара. Это был дальше сущий ад. Моя жизнь просто превратилась в кошмар, в стрессы постоянные уже. Ну все, я же интернат, спецшколу закончил в 97-м. Все. А дальше я начал испытывать вот такие вот всякие там неприятности, всякие проблемы большие. В общем, это был лютый трэш, это был ужас страшный. Дальше мама настолько уже, ну, опустилась, как бы, морально на дно, как говорится, и не только морально, что уже, в общем, спуталась с одним бандитом местным там, который ходил в авторитетах. Вот это для меня уже начался страшный ужас. Он меня не взлюбил с первого дня, когда переступил порог моего дома, ну, нашего, с бабушкой, с мамой. Он меня не взлюбил сразу, с первых дней, как говорится, его нахождения в нашем доме. Все, дальше он начал устанавливать свои уголовные порядки в дома. Покоя мне не давал, бывало и бил меня, и выгонял из дома. И бабушку тоже, бывало, такое бил и выгонял из дома. В общем, уже было тяжело, милиция ничего не могла сделать против этого бандита. Ничего. Понимаете, какое было положение, конец 90-х, начало нулевых. Ну, то есть 2000-х. Сами понимаете, криминалитет еще рулил. Да, он еще свои права качал, ну, криминалитет в стране. И в Киеве в том числе. Все у них было завязано, везде со всеми, кто в погонах. Были у них завязки, они всех там купили, всем, кому надо, раздали взятки. В общем, вы поняли, взятки гладкие, короче. Никто не обращал внимания на мои страдания с бабушкой. Маме было все равно. Ее задача была, чтобы ей целый ящик водки привезли, и ей было на все остальное наплевать. Она готова была залить глаза свои этим зеленым змеем, и ей было просто наплевать и на меня, и на бабушку. В общем, ужас был страшный, чтобы вы понимали. Моя мать пила по-черному, конкретно пила ящиками, У нас дома всегда была куча ящиков этого спиртного, чтобы вы понимали.
Ящики, ё-моё, бутылки вот такие вот были. Вот в таком ужасе я вот рос в этом всем кошмаре. Один раз я помню, что был такой даже случай, когда я не мог покушать. Я ходил голодный, бабушка уехала к родственникам, забыла почему-то меня забрать, я не знаю, что там случилось. В общем, я был с мамой, остался вот этой непутевой. Она привела кучу своих там дружков, собутыльников, и был ужас. У нас в доме, а потом еще и наркоманы присоединились, домой пришли ко мне. Ну, а мой этот мамин бандюган, этот, с которым она спуталась, скажем так, связалась, он привел свою компанию, скажем так, наркоманов. Вы можете представить, что это за, во что превратился мой дом? Ну, наш с бабушкой дом. Можете на секунду представить? Он выжил и бабушку, и меня из дома. Ну, а матери было все равно. Чтобы вы понимали просто, какой ужас творился. У нас в доме был просто страшный ужас, дорогие мои, чтобы вы просто понимали. Мне бывало такое, что я ночевал просто вот в коридоре, вот, между квартирами. Просто в коридоре спал, как собачка. Какая-то бездомная, знаете вот. Было и такое. В подъезде ночевал. Вот такие ужасы были, по дому было невыносимо, а родственники не очень хотели, в общем, потому что со мной же морока, я же инвалид, кому и надо такой, чтобы со мной морочиться. Не очень они хотели. И там всякие были моменты. И я долгое время просил милостыни в переходах метро. Ну, бывало не только в своем, где жил, а и в другом переходах метро, в других тоже просил. В общем, вы поняли. В общем, бывала ситуация, я что, бродил, говорю, что... В общем, я занимался бродяжничеством и ночевал в подъездах домов. Тогда еще были дома, слава богу, еще многие открыты были. Ну, двери были домов открыты, подъездов. И можно спокойно было зайти особо, без особых проблем. Тебя никто не выгонял, никто не трогал, в общем. Зашел, ну, лег себе, ну, лежи себе. Ну, где-то там в подъезде, там, между этажами. Лежи себе, только соседям, только людям не мешай ходить. А так лежи себе, сколько тебе надо. Это у нас такое было тогда вот так вот. Так вот, было такое отношение окружающих соседей, ну, жильцов домов. В общем, как-то так. Лишь бы только ты не воровал ничего, там, извините, не гадил в подъезде, ну, вы поняли. А так, без проблем, зашел, ну, зашел погреться, там, если это ближе к зиме дело было. Зашел в подъезд, ну, хорошо, ну, лежи себе. Все понимали тяжелое положение, все понимали, что творится в стране, какой бардак, какой творился. Все понимали, никто никого не выгонял, особо таких случаев я не помню. Ну и в общем я вот так вот, представьте себе, как та собачка, как та собачонка, в подъездах домов, вот так я заходил в дом и валялся где-то там, где самое теплое место укромное было, в этом, на этажах, где было в доме этом. Я там и валялся, спал так, как мог. Можете себе представить? Ну, картонку надо было постилать под себя. Чтобы вы понимали, не было никому до меня никакого дела, абсолютно. Ну, а однажды соседка одна из дома все-таки не могла на эту картину долго смотреть. Она все-таки, ну, она меня бывало приглашала к себе домой, угощала, ну, кормила, короче, давала что-то покушать. Ну, бывало и такое. Знаете, как говорится, и на том спасибо. Ей до сих пор помню эту соседку, эту женщину, отзывчивую, скажем так, добрую. Она с сочувствием ко мне относилась, с пониманием. Ну, было. А потом, я не знаю, там, что произошло. В общем, она обещала разобраться с этим вопросом моим, чтобы как-то я мог дома ночевать, как все люди, как все дети. Чтобы я не бродил по улице, в подъездах не спал, не ночевал, где попало. Кстати, я в этих подъездах пока ночевал, особенно зимой. Так, чтобы вы понимали, я заработал проблемы тогда еще, с почками заработал, с легкими проблемы тогда уже заработал. Ну, сами понимаете, какие условия, в каких условиях спать в подъездах домов, на этажах. Знаете, это та еще тема. И это был ужас, это был реально страшный ужас, вы себе даже не представляете. Ну, что могу сказать? Ну, в общем, как-то так вам, для понимания.
Вот моя такая вот. А потом было такое, что я уже, знаете, сказал, нет, пойду к родственникам, не примут, буду под их ковриком, под их дверью буду спать. А родственники сказали, ты знаешь, иди разбирайся сам, живи как-то там у себя дома, все, нечего к нам сюда ходить, таскаться. А бабушка работала, она потом вернулась обратно домой, некоторое время была дома. Но я же все-таки настоял на своем, потому что я каждый день спал у них под дверями родственников моих. Это были 2000-е года, начало 2000-х, напоминаю. В общем, ну такая печальная жизнь была у меня. Это был, я помню, это был 2000 год. Я тогда уже вступил, в общем, в начале 2000-го я вступил в одну из организаций местных там, как мы ее называли между собой, спецура. Ну, это было такое неофициальное спецподразделение, которое боролось, в общем, с наркоторговцами, с этими всеми, в общем, сборищами наркоманов. Ну, в общем, вы поняли. Распространением наркотиков. Помогали мы местным органам МВД, помогали местному районному отделению милиции, тогда это так называлось. Но это было все неофициально, понимаете, да? Ребята мои знакомые, коллеги гибли от рук бандитов, конечно же, за такую деятельность против их банд. Ну, в общем, вот такая была жизнь у меня. То есть, а потом все же нашелся там один хороший человечек, который меня у себя, скажем так, приютил. Там один мужчина нашелся, нормальный, я говорю, в хорошем смысле. У него двухкомнатная квартира, он жил один, а зачем ему? Вторая комната пустует. Сдавать он не решался никому. Но он решил сделать для меня доброе дело, он меня забрал к себе домой, приютил. И вот так я некоторое время жил у этого мужчины. Дай бог ему здоровья, не знаю, он сейчас живой, не живой, где, что с ним сейчас, я не знаю. Информации у меня нет. Ну, в общем, как-то так. И вот он мне позволил у себя жить. Сколько хочешь, говорит, живи. Платить не надо, все нормально, я все понимаю, говорит. Он знал мою прекрасное жизненное положение, мое тяжелое, мою всю ситуацию. Он меня приютил. Он меня, бывало, и кормил, и одежку свою некоторые поделился. Одевал меня, то есть кормил, чтобы вы понимали. Ну, вот как-то так он, для понимания. Дал крышу над головой, короче. Ну и когда я уже понял, что... когда я уже понял, что что-то нужно решать, что время же идет, а я в своем доме жить не могу, в своей квартире, из-за этого бандита этого, с которым мама моя связалась, непутевая. И я понимал, знаете, я понимал, что что-то же нужно делать. Я ему говорю, может давайте с кем-то вот, может у вас есть, говорю, какие-то юристы, там, адвокаты, что-то решить, как-то надо отстоять, что-то выбрать мое право, чтобы я мог жить спокойно в своей квартире, в своем доме. Как-то избавиться от этого бандита. Он развел руками, говорит, ну ты понимаешь, сейчас все под криминальными элементами, вся наша власть, все в коррупции, говорит, ты же понимаешь. Шансов в этой борьбе у тебя никаких нет, он мне сразу сказал. И никто, говорит, не будет бодаться с бандитами. Никто не будет с ними идти, как говорится, на конфликт. Понимаете почему? Это чревато последствиями плохими очень. Ну, в общем, как-то так. Ну, он мне так, знаете, обнадежил, мягко говоря, в другом смысле. Опечалил меня очень такой новостью. Что ничего сделать против этого бандита нельзя. Потому что у них свои подвязки, свои завязки, тем более он среди авторитетов местных. Ну, сами понимаете, да? Я думаю, объяснять не нужно. Это очень тяжелая ситуация. И никто не мог мне гарантировать, что смогут помочь мне в борьбе за мое право жить в своем доме. Никто! Думайтесь, ни один из тех тогдашних адвокатов, юристов, вот этих лиц, которые вроде как бы призванные чиновников в погонах, никто не мог мне гарантировать, что смогут разобраться с этим бандитом, который занял мое жилье, меня выжил, и бабушку, по сути, как бы не давал жить в покое, выжил, по сути, как бы. В общем, ужасная была ситуация. Родственникам было наплевать вообще, даже тогда, что сейчас, им наплевать было вообще всегда на все наши проблемы, чтобы вы понимали. Особо было наплевать, им было все равно. Лишь бы им мы не мешали жить, понимаете, да? Я к ним часто приходил, звонил, стучался, просил, пустите, что там невозможно дома жить.
Но им было наплевать, понимаете. Некоторый период они меня впускали, а потом опять требовали, чтобы я шел домой. Либо в другое место. Потому что я им мешаю. Ну, в общем, как-то так вот. И вот, чтобы вы понимали, в общем, все так вот катилось, шло, я ночевал, бывало, то у одних людей, то у того мужчины, то у других людей. По-разному были ситуации. В общем, разные были случаи, это все было короткие периоды. В общем, вот так я вот, такая у меня была юность, вот такие юные мои года были. Ну и параллельно я просил милостыню в переходах метро, я говорю еще раз. Вот такая у меня была жизнь. Мое пособие получала бабушка формально за меня до 2004, до 2005, до 2005 года за меня получали бабушка пособие мое. Но моя мать непутевая всяческими хитрыми методами у почтальонши пыталась мое пособие перехватить себе на алкоголе своим собутыльником. Вот такая был ужас. И я в итоге оставался без своего законного пособия по инвалидности. Можете себе представить? Какая у нее была зависимость, что я даже деньги у инвалида, своего сына инвалида, она была готова отнять ради того, чтобы выпить. Понимаете, да? Вот такое было у нее страшная зависимость. Вот так вот страшно было. Ужас просто. И в общем, что могу сказать? Мне было так больно, неприятно. И особенно мне было больно, неприятно за моих родственников, что им не было никакого дела до моих проблем, что я не было где ночевать часто, что я нормально не мог ни покушать, ни себя в порядок привести, понимаете? Мне было так больно и неприятно. Вы себе представляете, когда тебе неприятно, когда ты идешь, как эта собачка под дверью родственников спишь. Там вот. Мне просто до слез, я часто плакал, там в коридоре, там сидел, как говорится, ну, на корточках на полу, там, бетонном полу, там, голом. Сидел. Я вспомню, мне так было больно за моих родственников, что им наплевать на меня совершенно было. И на бабушку, и на меня им было наплевать. Ну, скажем так. Лишь бы они все жили спокойно, мы их не трогали, не мешали им жить. Ну, суть такая их риторики. Вы представляете? А мне больше некому было пойти. А некого, больше мне никого особо не было такого. Я же говорю, эти люди, кто меня временно мог приютить, но только на короткое время они могли приютить. Не постоянно, на короткое время. И в общем, как-то так, чтобы вы понимали. В общем, вот так вот я жил. Вот такая у меня юность была, детство, юность, вот такие ужасы были. А потом я все же набрался смелости и пришел с бабушкой. Мы все-таки с ней поговорил. Мы пришли домой. Попытались поговорить по-нормальному с этим бандюком. Понимаете, этим бандитом. И с мамой, но маме было все равно. Она была постоянно под выпивкой, под алкоголем. Ей было все равно. Мы пришли с бабушкой, попытались с ним договориться, чтобы он позволил нам в своем доме спокойно жить. Не мешал нам. В общем, попытался я не знаю, у меня просто от него нервный тик был. Мне просто от него, ну как говорится, вы поняли. Внутри все кипело. Я его не переваривал, на дух просто не переносил. Он меня и я его, мы друг друга не переносили на дух, как говорится. Понимаете, да? И наступила такая ситуация конфликта. Она достигла такой фазы, что да, он как бы сказал, ну ладно, хрен с вами, вон, хата ж большая, типа, комната вон есть, ну живите себе. Только мои дела не мешайте решать мои вопросы. Ну, он так любил, выражался на блатном этом жаргоне своем. Ну, мы с бабушкой уже согласились и жили вот в таком ужасе. Потому что, все-таки бродить по улицам, жить в подъездах, спать, ночевать. Это, знаете, это такая себе очень неприятно. Особенно, когда холодно. Это очень некомфортная ситуация, я вам скажу. И я насмотрелся там ужасов этих наркозависимых, алкозависимых. Я насмотрелся там столько ужасов в своем доме. Вы себе не представляете. Столько всего. Ну, в общем, как-то так. Там и женщины легкого поведения у нас домой бывали, у нас дома. Чтобы вы понимали, у нас... да кто у меня в дома только не бывал. Кто только, кого я там не насмотрелся, на кого только не насмотрелся.
Это был просто ужас. В общем, кошмарная была, ужас, просто страшный эти период в жизни был у меня, просто жуткий. Он позволил, этот бандит, нам позволил жить в своем доме, но по его правилам. Можете себе представить? И мы с бабушкой забились в комнатке небольшой своей, в которой бабушки, в принципе, бабушка и жила до того всего. В общем, его там сидели тихонько и не высовывались, блин, как говорится, даже и в туалет и ванную не всегда могли мы себе позволить пойти, сходить. И вот в этой комнатке мы сидели. Бабушка только на работу утром собралась, ушла, ее не было полдня, а я в своей комнатке так и сидел. Не кушал, ничего. Да, я был как бы в своем доме, как бы, был в комнате своей, ну как бы вы поняли. Все был, но я был голодный, я не мог выйти никуда со своей комнаты, потому что я хронически, я просто от них, я их боялся, этих всех наркозависимых, понимаете. Я их просто, у меня от них нервный тик начинался, от этих всех алкашей, наркоманов. И я просто сидел в своей комнатке, целый день я мог просидеть в своей комнате, никуда не выходя. Ну, хотя я выходил только тогда, когда нужно было себе копеечку заработать на хлеб. Я и шел в переход метро и просил милостыни с протянутой рукой. Ну, вот такая у меня была жизнь, все. А в остальное время я сидел и никуда не вылазил вообще из своей комнаты. Вы можете себе представить, какая это была адская, жуткая жизнь. А там все остальное, во всем остальном творился просто ужас страшный. Дома была антисанитария, вообще условия были жуткие. Это был страх и ужас, что творилось у меня в квартире. В общем, мне было так все мерзко, противно. Ну и вот это все продолжалось до 2003 года, а в 2001 немножко вернусь обратно, когда я в это спецподразделении там служил неофициально, скажем так, выдавая точки наркодилеров, всяких этих сборищ наркоманов. Ну, в моем доме, скажем так. И не только. Однажды один главарь банды уже, ну не этот, с которым моя мать спуталась, а другой там, повыше, как бы, ну вы поняли, мастью повыше. Главарь там другой банды, самый такой на районе. Самый конкретный такой. Повыше этого бандита, с которым спуталась моя мама. Он, в принципе, дал указания там какому-то своему одному, в общем, своему помощничку, там, братку. В общем, тот подкараулил меня, а я познакомился, уже успел, 3 месяца мы общались, познакомился с одной там красивой девушкой, познакомился, там же, в этом спецподразделении. Познакомился ее звали Галя. Вот я с Галочкой познакомился. И мы общались 3 месяца. Ну, знаете, у нас были планы на будущее создать семью. Эти планы рухнули, им не суждено было совершиться. Один из бандитов выстрелил в мою Галю за мою предыдущую спецоперацию против этой наркобанды. Этой. В общем, вы поняли. И, в общем, я сдал всех, где они там. В общем, все их дела, все я сдал, короче. Нужным лицам в погонах. Слил всю информацию. Я там, другие мои коллеги помогали, ребята. В общем, мы их вычислили и куда нужно донесли, скажем так. За что я поплатился своей любимой женщиной, жизнью ее, за свой поступок. Да, наркомафия понесла огромную сумму убытков. Сделка сорвалась, понимаете, да? Ну и вот, но я поплатился своей любимой женщине. И я потерял Галочку. Она погибла на моих глазах. Бандит выстрелил четко в жизненно важный орган, попал четко, методично, как говорится, выстрелил. Она умерла фактически сразу у меня на руках. Ну, в общем, истекла кровью у меня на руках, в общем. То есть я потерял свою, любимую девушку, в общем, в 2001 году. Мне сложно, тяжело это, не хочу это. Тяжело мне, короче. Ну, в общем, как-то так. Потом у меня произошел сильный психический срыв.
очень сильный. У меня потом усилились психические приступы, я начал видеть всякое. В общем, у меня были голоса, галлюцинации, начал слышать, у меня потом с психикой такие начались проблемы после такого сильного стресса. В общем, это было нечто. Я тогда впервые в жизни столкнулся, что это такое психический приступ, что это такое. Я впервые тогда столкнулся в 2001 году. Это был конец 2001. У меня начались галлюцинации, голоса. У меня, расстройство психики очень серьезное началось. И я тогда попросил маму, хотя ей было все равно, попросил бабушку, тетю попросил, чтобы меня кто-то сводил к психиатру. Чтобы, может, что-то какие-то препараты выписать, как какое-то лечение, что-то, потому что у меня очень серьезно начинались проблемы с психикой после того. В общем, вы поняли. Меня в итоге все-таки, бабушка с тетей меня все-таки свозили. Собрались там силами своими, время нашли и меня свозили к психиатру. В общем, мне назначили там препараты. На то время, слава богу, это было за бюджетные средства государственные. В общем, меня поставили на учет. Вы поняли, да? В психиатрии на учете я был. Это было в юности. Давно, много лет назад. И, в общем, мне назначили определенные препараты, но не держали в этой лечебнице, не держали. Слава богу, свободу мне дали. То есть они сказали, что у меня не совсем уж критично, не совсем страшно. Для общества я не опасен. Да. Мне выписали препараты там за бюджетные средства. На то время это еще было возможно. И, в общем, я принимал. На то время эти препараты назывались галоперидол и аминозин. В общем, вот так эти. Это такие мерзкие препараты, сразу говорю. Мне было так противно, но они давали облегчение в моем психическом приступе. У меня, в общем, все становилось в норму. Проходило это психическое состояние мое. Вот эти, как сказать, вы поняли, нарушение это. Оно сразу становилось в норму, и этот приступ психически отступал. Вот эти все голоса, галлюцинации мне уходили, отступали от меня. Но мне было очень неприятно принимать эти препараты. Они очень неприятные. Вы себе не представляете, какой это был ужас. Да, я принимал это в юности. И я знаю, что это за препараты серьезные, насколько они серьезные. И какой у них эффект воздействия, поверьте, я хорошо знаю. Но потом время проходило. Моя родственница в 2003 году решилась помочь нам с разменом квартиры. У нас была двухкомнатная на Оболоне. Это район у нас такой в Киеве, Оболонь есть. Я там жил, я там родился и там жил. Много лет прожил там, в том районе. Вся моя детство, вся моя юность в том районе, в Оболоне. На Оболоне у меня прошло. Дальше родственница предложила, двоюродная сестра, размен на однокомнатные в разных районах квартиры. Чтобы я с бабушкой жил, а мать уже как где хочет, в общем. Еще был момент, когда этот бандит зачал, скажем так, ребенка матери. В общем, вы поняли. И из этого были трудности. Нельзя было жилую площадь, нельзя было продать квартиру, разменять, нельзя было. Потому что ребенок. Все, несовершеннолетний ребенок. Законы такие в стране у нас. И это была целая проблема, но как-то моя сестра это вопрос мой утрясла. Двоюродная сестра моя как-то это решила все через свои связи, знакомства. Как-то решился вопрос, в общем, удалось это. А он уже сел на зону. Его посадили там на 1,5 года по факту. И пока он сидел на зоне, в тюрьме, то есть, что вам могу сказать? Мать Нет, она не прекратила пить, она продолжала дальше пьянствовать. Дальше продолжала. Ничего, все шло по-прежнему жизнь. Ничего нового в ее жизни, хорошего, путевого не наступало. И, в общем, я буду сейчас скоро заканчивать. Попытаюсь закончить. И, в общем, вот так вот, в общем, жизнь текла. Она подписала документы, моя мать, на отказ от сына. Она уже родила родила ребенка, сына от этого уголовника. В 2003 году, если я не ошибаюсь, в конце 2000 или в начале 2004, я сейчас не вспомню. Зимой это было. Да, в 2004 она родила.
если я не ошибаюсь. Нет. Так, когда же она родила? Она родила от него в 2002 году, да. Вот у нас был маленький ребенок еще, плюс она родила его. Ну и что могу сказать от этого уголовника? Она за ним не смотрела. Ребенок часто, как и я, тоже был голодный, холодный. В общем, был ужас, лютый трэш. Дальше соседи подняли шум, начали обращаться в разные инстанции. Ну что ж это такое творил? Там такое творилось у нас, я же говорил. 19 часов. Ну, в общем, вы поняли. И, в общем, ничего хорошего. Извините, сейчас. Меня тут отвлекают немножко. И, в общем, получилась такая ситуация, что вот это все катилось, крутилось. Потом моя сестра, пока пока вот этот вот гражданский муж, этот бандит, сидел на зоне, сестра двоюродная забрала ребенка этого себе на воспитание, на обеспечение, и до 18 лет она его кормила, то есть обеспечивала всем, чем нужно. В общем, забрала к себе, и мать потом написала отказ, ну, по сути, передала как бы право на воспитание, в общем, вы поняли, моей сестре двоюродной. Ну и дальше растила моя сестра двоюродная этого моего брата младшего, так сказать, по матери. То есть. Ну и вот такая вот ситуация. Ага, извините, долго. Я рассказываю о своей жизни, некоторые моменты своей жизни. Такие яркие, самые яркие. Ну и дальше что? Дальше. Сестра воспитывает моего младшего брата, растит. Параллельно же занимается вопросами по размену жилья. Но это была хитрость. Забегая наперед, скажу, сестра использовала хитрость и обман в свойственном ей стиле. Ну что дальше? Дальше произошел размен жилья. И в итоге получилось, что жилье удалось продать, двухкомнатную квартиру на Болоне, и разменять ее на две однокомнатные вот в соседних районах. Вот соседний у меня район и мой, вот эти квартиры теперь находятся, вот, которые удалось разменять. И в итоге все сделалось, процесс был сделан, размена жилья. Но дальше произошло не то, что я ожидал, и бабушка, и, в общем, не то, что мы ожидали. А дальше получилась такая ситуация, что бабушку они забрали к себе, держали у себя дома, пичкали ее всякими там препаратами, понимаете, да, чтобы лишить ее дееспособности. Уже план был у сестры четкий, что квартиру, ту бабушкину квартиру к своим рукам загребсти, присвоить себе. А на оставшиеся деньги они, себе сделали шикарный ремонт жилья. Это что вы понимали. Ну, а, как вам сказать, меня с матерью моей непутевой, скажем так, уже определили в эту квартиру, в которой я сейчас живу. Уголовник еще был на зоне, но он уже потом, через некоторое время, короткое, он вышел из зоны, когда мы уже здесь жили с мамой. И опять здесь пошло все по кругу, начал качать свои права, опять меня из дома выгнал, опять здесь устраивал сборище наркоманов, в общем, ничего хорошего, всяких бандитов, ничего хорошего не было. Опять мне начался ужас в жизни. Опять мать пила, по-черному страшно пила. Ну, в общем, вот такое вот по кругу, вот все опять началось, ужасы все. А бабушка была у родственников. И я опять ночевал, где пришлось. И опять ничего этот размен жилья не привел к хорошему, ни к чему. Что там такое? Почему тревога? Не пойму. Что там случилось сейчас? Ага. В общем, вы поняли, в чем произошла вся ситуация.
И в итоге получилась такая ситуация, что опять мне этот бандит опять не давал мне жить. Опять не давал мне жизни. Интересно то, что я куда бы ни жаловался, всем наплевать было. Всем абсолютно на меня было наплевать. Только вот верующие одни люди, мало того, что одни люди верующие меня приютили, дали мне приют, скажем так. Так, поставлю Зарядка подключена. смартфон на зарядку, поставлю. Так, мало того, что одни мне верующие люди дали крышу над головой в итоге, потому что я уже все, они уже не могли смотреть, что я как бомж тот, где попало ночую, сплю, чем попало питаюсь, где что получится, как. Ну, в общем, они меня приютили, одели, обули, накормили, в общем, люди, дай бог им здоровья, я до сих пор помню, здоровья им, вечной, долгих лет жизни, я их помню. Эту семью баптистов, они меня приютили к себе. Бесплатно, абсолютно. Я у них жил, пару месяцев я у них жил бесплатно, абсолютно. Они меня кормили, одевали, в общем, обо мне заботились. Потому что мое пособие в итоге потом перехватила моя мать с непутевым этим бандитом, вот этим вот. Ну, в общем, вот эти вот. И они моим пособием живились, ну, вы поняли. Пили за него и все прочие мерзости делали. А меня выжили, и у меня деньги, по сути, мне отобрали пособие. Ну, вы поняли, незаконно. Вот такой был ужас, и я остался без копейки, без кола, без двора. В общем, вы представьте себе. Конечно, меня выручал только переход, станция метро, там я просил милостыни. Это меня выручало, скажем так. Вот моя такая была дальше жизнь. Я дальше продолжил стоять с протянутой рукой в переходах метро. И дальше все у меня катилось. Так было. Дальше меня приютила эта семья, я дома уже не жил. А потом эта семья узнала, что я прошу милостыни в переходах метро, в переходе метро там. Они узнали, в общем, сказали, что мне больше этим заниматься не нужно. Они же меня, я же не голодный, не бездомный, то есть уже все они мне предоставили. Они начали как бы давать мне понять, что лучше не надо. Ну, мол, больше, чтобы я не занимался этим, больше не стоял с протянутой рукой в переходе. Ну, в общем, была такая ситуация. И они действительно сделали все возможное, чтобы мне не пришлось, пока я с ними жил, стоять в переходе метро с протянутой рукой. Они действительно обеспечили мне питание нормальное, одевали меня, в общем, обеспечивали меня всем необходимым за свои средства, не требуя с меня ничего особо взамен. Поняли, да? В тот момент же мне верующая одна в 2005, да, она меня привела впервые в компьютерный центр для слепых, учебный этот компьютерный центр. И я впервые начал как-то что-то вот, ну вы поняли, изучать, исследовать, то есть для себя какую-то, ну типа знания какие-то добывать, вы поняли. Ну и да, я уже это рассказывал в предыдущем видео, этот момент, период моей жизни. Ну, в общем, вы поняли. А в это время, пока я жил в этой верующей семье, я уже узнал, что он мою мать выгнал в итоге из дома. Сам там устроил ночлежку для своих наркоманов, для своих, ну, бандитов, короче. Что мое жилье превратилось в сборище уголовных элементов, скажем так. Пьяниц и наркоманов. Вообще, в самом прямом смысле этого слова. Я уже потом узнал через других лиц, через других людей, я узнал, что все, жесть, он мою мать в итоге выжил вообще тоже. В общем, как-то так. А потом, я не знаю, как это произошло, потом ее схватил инсульт, она перенесла, ей стало очень плохо. Видать, он перепугался, что, ну, он бы пытался ее выгнать, но в итоге ей стало очень плохо здесь, она здесь валялась никакая. И он пытался что-то делать, потому что, видать, испугался. Он же ее и бил, да, он ее и бил часто. В общем, в итоге, как бы это сказать, он перепугался, наверное, что не захотел, чтобы опять на зону, наверное, или что. Я еще не знаю, что тут произошло, и подробностей до сих пор мне неизвестно. Что здесь такое случилось? В общем, она здесь лежала никакая, овощ превратилась в овощ, ей было плохо, она пару месяцев она была недееспособна вообще. Настолько ее... Это выяснилось попозже, что ее накрыл инсульт из-за ее частых этих пьянок и вот такого образа жизни, вы понимаете, да? Ее накрыл инсульт в итоге.
И после инсульта этот бандюк, что-то с ним случилось, он, короче, умер, погиб. Там что-то случилось, никто толком не знает до сих пор, что там случилось. И где его похоронили, я не знаю. И не хочу знать, где эту нечисть похоронили. Не хочу. Жизнь мне всю испортил. Мерзавец паршивый. Не давал мне жить в своем жилье. Ну, в общем, как-то так вот. Ну и в итоге в 2008 году умирает моя бабушка. Он уже умер. Я возвращаюсь домой, набравшись храбрости. Прихожу в свой дом с мамой уже. Она уже была инвалид. Она уже по ногам инвалид. Она еле ходила с трудом. Ну, в общем, вы поняли. С костылем уже ходила. Ну, инсульт, последствия инсульта. Она уже еле говорила, еле ходила. В общем, стала больным человеком, в общем, скажем так. Последствия, да, последствия алкоголизма. Ну и в итоге, ну она вот курево не бросила. Табачный этот яд она не бросила. Я пытался ее и так отговорить, что хоть и это тоже брось, говорю. Купить она уже бросила. После инсульта она все, она боялась как огня алкоголь. Боялась, потому что, ну, ей врач сказал, что если еще раз вы выпьете, как вы умеете, как вы знаете, то вам станет так плохо, что может закончиться смертельным исходом. Ну, вот как-то так он и... И она испугалась, да, она испугалась. И бросила пить, чтобы вы понимали на секундочку. Да. И вот потом она уже не пила ни капли. До конца своей жизни, уже остальные свои года, свою жизнь, она жила без алкоголя. Слава Богу. Но курево, вот табак она не бросила. Вот это печально. Курила страшно. В день по полпачки уходила у нее. Вы можете себе представить? Страшно. Тратила свою пенсию, ну свою эту по инвалидности приобретенную. Это вторая группа у нее инвалидности по ногам была. Приобретенная, ну понятно, да? И вот она курила страшно. Я ей говорю, выходи либо в коридор, либо так, чтобы я этим дрянью это не дышал. И часто с ней ругался на эту тему. Я говорю, не могу, мне противно этот яд табачный, эту дрянь эту нюхать. Делай, говорю, так, чтобы я эту дрянь не слышал у себя, чтобы я не слышал у нас в доме. Мне противно это. Я уже жил с матерью последние года. И она уже начала что-то осознавать. Было такое, что она... Как-то был период такой... Я пришел с компьютерного как-то центра. Ну, обучение, курсы с метро. Попросил милостыню, собрал там на хлебчик, нам на пропитание. Ну, пособие уже было в моих руках. Я уже им владел. Все, я уже получал его как надо. Эти верующие люди некоторые помогли мне оформить так, чтобы мне на карту поступало. Это был 2005 год, и я уже получал после него, уже получал на карточку. Чисто напрямую мне лично поступало мое пособие законное по инвалидности. В общем, вы поняли, да? И все. И уже как бы эта ситуация вся... Решился вопрос, деньги были у меня, но их было мало, мне его не хватало особо так на все важные нужды. И я... В общем, продолжал дальше, потом, когда уже себе домой к нам вернулся, к себе домой, вот сюда обратно, жить спокойно уже было относительно спокойно. И я уже, ну, короче, продолжил дальше ходить в метро Переход, местный здесь ближайший, станцию метро Переход, и там просить милостыни дальше. Ну, в общем, как-то так вот. При том, что я получал пособие, но оно было копеечное, поверьте, это были копейки, на которые даже по тем временам, ну, сильно ты не разгонишься особо. Не все себе сможешь позволить на то пособие, что мне государство платило по инвалидности. Ну, в общем, как-то так. И в итоге, несмотря на то, что у меня была первая группа, назначенная специальной комиссией, группа первой инвалидности, нерабочая, с детства. Все, и пожизненно мне она была назначена. Несмотря на это, я получал копеечное пособие, я помню. Выплаты были очень социальные, копеечные на то время. Ну и дальше... За окном уже был 2008 год, я узнал, умерла моя бабушка, в общем, все, я узнал, что они ее все-таки, мы родственники доконали, в общем, все, умерла, ей было 79 лет, и все, она ушла на покой. Вот такая вот печаль. Ну и все, а дальше что? А дальше ничего особо. Дальше я жил с матерью. Обо мне, ну, она пыталась уже потом, как-то раз, я же говорю, я пришел, она сидит такая, расстроенная немного, все,
Я, говорит, все уже осознала, Витенька, прости меня, все за те года, как вспомню. Ну, был приятный момент. Ну, она уже такая тоже доходяга, уже больная такая вся. Еле-еле говорила, с трудом, еле передвигалась по квартире. Без вздохов не могла передвигаться, в общем, тяжело было ей. Ну, последствия, вы же понимаете. Ну, что я могу? Я, конечно, простил, ну, куда я делся? Ну, она начала плакать, расплакалась, спросила у меня прощения за все года ужасов, за все, что она мной не занималась. В общем, ой, здесь была такая сцена трогательная. Она расплакалась, попросила у меня прощения. В общем, я ее обнял. Ну, что уже поделаешь? Уже что случилось, то случилось. Ну, куда ты денешься уже? Главное, что осознала, что была неправа, что поступала неправильно. И, в общем, это была такая ситуация, в общем. Мои родственники тоже обрадовались, когда узнали, что моя мать бросила пить. С одной стороны, они обрадовались, да. Дальше я уже все, мы уже жили здесь спокойно. И уже нам никто особо не мешал. Бандита того не было, он же погиб. И, в общем, мы уже жили с мамой здесь. Мама инвалид, я инвалид, оба инвалиды, в общем, выживали на мизерные эти выплаты социальные по инвалидности. Ну, в общем, вы поняли. Вот такая вот у нас была жизнь. В общем, тяжело было все, очень тяжело. Но тогда еще цены были на продукты более-менее умеренные, в отличие от сегодняшних цен. На лекарства, на продукты еще цены были ну более-менее ну, терпимые. И можно было себе позволить купить и продукты, и лекарства, и отложить даже себе денежку тогда можно было немножко. Чуть-чуть, но можно было. Ну, в общем, как-то так. Вот так мы с мамой жили, короче. Здесь, под одной крышей, в однокомнатной квартире. 20 квадратных метров. Без балкона. Ну, в общем, как-то так. Ну и что? 2016 год. Мать отметила свое 54-летие, ей 54 года исполнилось, и через некоторое время, это было зимой, уже и шло дело к зиме, да, зимой, и она умирает. Она умерла, ну, скончалась, все. Ее забрали в больницу перед этим, и в больнице она умерла. Ну, ей стало очень совсем плохо. Ну, она ж курила, причем конкретно. В итоге, видать, организм не выдержал. И последствия алкоголизма. Ну, вы же понимаете, все это вместе. Она хоть и пить бросила уже, и некоторое время не пила долго, но все равно в итоге она, в общем, в больнице и скончалась, короче, отмучилась. Вот такой вот ужастик. И 2016 год я остаюсь совершенно один в итоге в своей квартире, да. Никто мне уже не мешал, ничего, все. Матери нету, никого больше особо нет, родственникам особо было, ну, скажем так, наплевать особо было, им было особого дела до меня особо не было. Они первое время мне привозили продукты, там что-то помогали, а потом вообще на меня забили. Нет, они еще потом, еще финансировали мое лечение в больнице, когда мне плохо совсем потом стало попозже. А потом я перенес микроинсульт, и в больнице пролежал 2 недели. И родственники тоже оплатили в 2018 году мое лечение. Ну, в общем, вот так как-то. Я дальше, мне пришлось как-то приспосабливать. Ну, у меня за мной уже с 2010 года, за мной и матерью моей покойной была закреплена социальная работница. То есть я стоял на учете, и моя мать покойная уже на учете у социальной службы. Вот с 2010 года. Вот меня обслуживает социальная служба с 2010 года. Вот считайте, сколько лет уже. Ну, в общем, как-то так. И вот, чтобы вы понимали... Ой, время, очень долго говорю. Вот так я и жил. Вот и жил так. У меня уже компьютер появился. Я рассказывал в предыдущем видео, как незнакомый подарил один. Потом мне удалось в интернет-магазине одном по акциях более помощнее компьютер приобрести. Ну, более нормальный такой, получше. По тем временам цены на компьютеры еще были терпимые. На системные блоки, их еще правильно называть нужно. И мне удалось заказать в интернет-магазине одном по акции с существенной скидкой, почти за полстоимости его. Удалось заказать себе компьютер, уже более-менее получше, чем у меня. Потом я монитор нормальный, плоский такой, ну вы поняли, купил уже. ЖК монитор, в общем вы поняли.
И, в общем, заменил себя здесь рабочий стол свой, обновил свою технику компьютерную, обновил. Старый я выбросил, а он никому нигде не нужен. Такое старье, хлам такой был. И монитор старый, все, я от него все это избавился. В общем, вы поняли. И пользовался уже более-менее современной техникой компьютерной. Но она тоже была дешевая, бюджетная, все, но тем не менее я был доволен. Уже получше было, полегче. Можно было и видео посмотреть спокойно в онлайн, можно было, в общем, пообщаться с людьми по видеосвязи. Уже можно было как-то что-то более-менее позволить. Ну как-то что-то уже лучше было. Ну, в общем, такие вот дела. Ну что могу сказать? Вот такая у меня жизнь. Ну и дальше я перешел в интернет, просил милостыни в интернете, помощи у местных добрых людей, потому что выжить было уже совсем невозможно. После 2014 вообще стал лютый трэш, вообще капец. Я не смог выжить нормально, себе не пропитаться, ничего. Вам просто для понимания всей ситуации. Тяжело было очень уже. Не то, что откладывать было невозможно, даже и сейчас, и тогда, а вообще невозможно выжить. Просто было найти копейки этого социальной выплаты по инвалидности. Ну и вот так вот уже я один, совершенно один, все вытягиваю как могу, вот тяну на себе все эти затраты на коммунальные услуги, оплату коммунальных счетов. В общем, все, и теперь я сам все вот тяну это как могу, свои эти копеечки этого мизерного пособия по инвалидности. Ну, в общем, как-то так. Вот так вот я живу. Я вам рассказал сегодня некоторые яркие моменты в своей жизни. И печальные, и хорошие. Самое, знаете, что ужасное? Я до сих пор вспоминаю под конец. Я вспоминаю такой страшный период своей жизни, когда приходилось быть довольным, кусочек булочки, кусочек и какой-то там чаек попить. Маленькую чашечку чаек какой-то там в пластиковом стаканчике попьешь. Где-то в каком-то тогда еще ларьки были на каждом шагу, вот эти вот киоски, вот эти вот, ну, торговые вот эти, где продавалось там всякое. И я помню, когда был шанс, то есть я же заработал в переходе метро, попросил у людей, милостыни насобирал там себе на что-то, как вспомню такую жизнь. И вот так пошел в киоск сразу согреться, чаек попить, булочку. Это мое было питание. Был такой период. За день это все, что я мог себе позволить покушать. Конечно, я слабый был, конечно, я еле передвигался, потому что, не было ж питания нормального. Сами понимаете. А это период у меня такой в жизни был, страшный. Когда я просто был рад кусочек булочки, просто булочки, самые дешевые. И чаек, пластиковый вот такой стаканчик, чаек горячий. Я был и этому благодарен, и за это был рад. У меня была такая в жизни вот такая ситуация. А было такое, что я как бы до сих пор вспоминаю этот страшный период. Хоть бы кусочек хлебчика, мне кто-то хотя бы миску супа хотя бы чуть-чуть похлебать. Думал, хоть бы кто-то меня угостил, кто-то чем-то накормил, потому что голод, зараза. Я такой голод, лютый голод страшный ощущал. Падал, бывало, сознание терял от того, что от бессилия, что сил не было. Вот такие вот ужасы в моей жизни были. Я вспоминаю, что был такой период в жизни. Хоть бы кусочек хлебчика, да миску супа. Хотя бы похлебать, чтобы с голоду не умереть. Вот так у меня был такой страшный период в жизни. И находились люди, которые мне все-таки угощали и кормили меня. В общем, вот так вот. В общем, было такое. Вот такая у меня была жизнь. Но, слава богу, уже много лет, как я в своей квартире, сам себе хозяин, никто мне не мешает, никаких непутевых людей рядом нету. В общем, я живу теперь сам, выживаю, точнее, на свое мизерное пособие по инвалидности. Уже сейчас все относительно спокойно, только за окном вот эти. Война это проклятая, взрывы эти, тревоги это воздушные, это все это раздражает реально. Уже достало. А так, в основном, я себе здесь сам хозяин, и себе здесь свой порядок, свои порядки навел. Ну, в общем, как-то так вот. Вот такая у меня жизнь. Я сегодня уже продолжил немножко предыдущую, вчерашнюю часть, что я там рассказал. Считайте, что это неофициальная вторая часть, как бы. Я вот рассказал некоторые мои моменты, рассказал моменты
своей жизни, скажем так. Ну вот, дальше делайте выводы, какая у меня была мрачная, печальная, жуткая жизнь. Вот так я настрадался. Всю жизнь я от этой заразы всякой, от всяких мерзопакостных людей страдал и мучился. Понимаете? Вот такой вот ужас был. Ну, в общем, враг людской, сатана, пытался меня всячески погубить. Было такое, что моя мать, помню случай, это я еще был, школьник был. И она меня отвезла к каким-то своим там дружкам, знакомым. Таким же непутевым, как она. И я помню, она, я не знаю, напилась так, что, в общем, был период, но я понимаю сейчас, что сатана хотел через нее меня убить, погубить. Через мою мать. Моя мать, я помню, пыталась задушить меня. Вы можете себе представить, мать твоя родная тебя хочет задушить. И она вот это, я помню ее до сих пор, этот взгляд, дикий, бешеный взгляд, глаза вот такие вот. Я не знаю, то ли ее накачали чем-то, то ли выпила какую-то дрянь, не знаю, что она там, что с ней произошло, но она хотела меня убить, задушить хотела. И я прятался, бегал по всему дому, от нее прятался, помню, бегал. Ну, вы представляете себе? Вот такой был период в жизни у меня, что меня хотели убить. Причем не кто попал, не кто-то там, а убить хотела родная мать меня, задушить. Под воздействием этой дьявольской, этой заразы, этого пойла, этого алкоголя, этого вонючего. Этого. Вы можете себе представить на секундочку? Ну а потом был период жизни, когда я впервые схватился за нож. Вот этот бандит, дома у меня хозяйничавший, еще на баллоне это был конфликт. Я впервые в жизни схватил в руки нож. Именно так, конкретно, с целью, хотел его зарезать. Он меня так спровоцировал, а у меня уже психика была, уже тогда была нарушена. И он меня спровоцировал, я схватил нож и готов был его зарезать. Но бабушка еле меня удержала, тогда увела. А так я вам говорю, что была большая беда в доме. Я бы его, наверное, действительно, и зарезал бы. Да, был такой конфликт. Когда мы тогда приходили с бабушкой, помните, я период рассказывал. Ну, давно это было. Это еще там, 2001 год, мы приходили с бабушкой договариваться. Ну, в общем, вы поняли. С ним, чтобы он нам позволил жить спокойно. Но был такой момент, когда он начал уже опять борзеть, опять что-то наглеть там. И я уже не выдержал, психанул, да схватил нож. Я до этого и на родственников с ножом бросался. Ну, такая вот у меня психика настолько нарушенная. Но все было хорошо. Они меня тоже вывели так. Было, давили своим безразличием. Я, знаете, так разнервничался до такой степени, что схватился за нож. Было такое. Это вот такие вот периоды в жизни у меня были. Поэтому я сегодняшним идиотам местным говорю, не надо меня провоцировать. Потому что я могу совершить непоправимое. Я больной человек психически. И не надо меня провоцировать, не надо ко мне лезть. В общем, уже многие местные это правило освоили, потому что понимают, что может произойти беда. Я человек очень нервный, очень больной. Меня провоцировать не стоит. Вот как-то так вот. Сейчас я лекарства не принимаю, сразу говорю. Сейчас буду заканчивать видео, извините, что долго. Лекарства я сейчас не принимаю, сразу говорю. Вот те, которые раньше принимал. Галаприл мне недоступен. Это тяжело его достать. Без назначения психиатра, без рецепта не достанешь. Невозможно достать. Такие законы у нас в стране. И на учете я не состою. Меня почему-то еще в юности, попозже, там, спустя некоторое время, меня сняли с учета психиатрии почему-то. До сих пор я не знаю почему. По какой причине меня сняли с учета. Ну, в общем, как-то так. Хотя, на самом деле, я мог бы продолжать. Потому что у меня бывают до сих пор психические приступы. Но это никого уже не волнует. Сейчас надо за все платить. За лекарства эти дорогие платить. За лечение платить. За все сейчас все платно. Ну вот, в общем, как-то так, вот, чтобы вы понимали. Все за деньги, причем приличные. У меня таких денег нет, поэтому я вынужден страдать и мучиться. В общем, как-то так вот. Ну, я говорю, поэтому я сейчас не принимаю никаких специальных препаратов. Потому что у меня денег на них нету, во-первых, и заказать их довольно проблематично. И когда у меня накрывает этот психический приступ, вот эти голоса, галлюцинации, вот это вот все, как бы это сказать. Ну, я это научился уже переживать. Я просто закрываю уши, закрываю глаза, ложусь вот так вот и молюсь. Ну, в общем, вы поняли. Когда меня накрывать начинает. Вот это все. Вы поняли. И вот так я выхожу с ситуации. И так пока не пройдет, пока оно само там как-то, оно
накрывает, и потом он сам, этот психический приступ, потом он сам проходит как-то вот. В общем, может потому, что я молюсь, ну вы поняли. Егове Богу молюсь, прошу его избавить меня от этого ужаса всего. У меня бывает такое, в общем, я такое бывает вижу, ой, не дай Бог, не хочу описывать, страшные картины вижу, бывает, ужасные ситуации. Ужасы из прошлого бывает, и из этого тоже и спать не могу нормально никак, часто просыпаюсь. Бывает временами ужасы из прошлого снятся, это смерть, кровь, ребят. В общем, эти все ужасы я вспоминаю. Ай. Мне бывает до сих пор тяжело отдыхать, заспать тяжело бывает мне, потому что бывает снятся ужасы, кошмары из прошлого, в общем. Ничего хорошего нет в моей жизни. Сейчас я в куче нужд, куче проблем, куча болячек у меня. В общем, вот такая вот печальная ситуация. Вот так вот до сих пор, вот я вам рассказал, видите, дополнительные моменты своей жизни. Ну, в общем, вы поняли. Так что у меня психика нарушена, проблемы с физиологическим здоровьем, куча проблем. Я в предыдущем видео описал все свои болячки, все свои проблемы. В общем, вот такие вот у меня ситуации. И вот так я пытаюсь вот свести концы с концами на мизерном пособии по инвалидности и на помощь местных добрых людей за счет этого как-то выжить, вытянуть. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Ну, в общем, вы поняли ситуацию. Вот такая у меня жизнь, дорогие. Вот моя вся жизнь. Я буду заканчивать. Извините, что очень долго, но я уже все. Я больше не буду так затягивать, не буду так рассказывать. Это просто я свою историю жизни рассказываю. Свою. Можете считать, что это автобиография моя такая. Это вот определенные моменты своей жизни, самые яркие я вам рассказал. И печальные, и, в общем, радостные, хорошие. Ну, в общем, как-то так вот. В общем, вот такая у меня жизнь, дорогие мои. Ничего хорошего в моей жизни как не было, так и нет. Особо вот порадоваться нечем. А сейчас у меня компьютер БУ, то есть в бывшем употреблении, со слабым железом, на котором невозможно нормально ничего не работать, никакие заказы брать, ничего. По удаленной работе ничего невозможно сделать. Нужен нормальный компьютер. Но у меня денег нет, они дорогие нормальные компьютеры. Мощные компьютеры дорогие. У меня на них денег нет. Вот такая вот печаль. Я не могу себе ни заработать, ничего, только просить помощи. Все, что мне остается у местных добрых людей, чтобы выжить. Все, мне больше ничего не остается, увы. Вот такая вот печаль. В общем, вы поняли ситуацию в моей жизни. В общем, молитесь за мои финансовые нужды, за мое здоровье, за меня молитесь, кто верит. За мир в Украине, чтобы это все безобразие за окном закончилось, это вся война проклятая, развязанная сатанистами наверху. Ну, в общем, как-то так вот. Все, мои дорогие, будьте все благословенны. Иегова Бог всех нас любит. Очень надеюсь, что какой-то просвет в моей жизни будет. Все, я заканчиваю видео. Извините, что очень долго. Я прошу прощения, дорогие мои. Я просто все разложил, всю свою жизнь, все уже вам изложил. Следующее видео сделаю, не знаю когда, по мере какой-то ситуации. Я сделаю видео. Когда важная ситуация возникнет, я обязательно сделаю видео и распространю по своим соцсетям, где я есть. В общем, как-то так. Как со мной связаться, все знают. В Telegram, в личные сообщения со мной можно связаться. Это предпочтительный вид связи со мной лично. Я объясню, как мне помочь, чем, что мне надо. В общем, я все объясню там. Так что все у меня о канале, есть информация, все мои контакты, все, как со мной связаться, все есть. Все описано, все указано. В общем, как-то так. Все, будьте все благословенны.